Активно сейчас обсуждается великий лидер Ирана, которого никто не видел. Он такой немножко невидимый. Новая иранская история выглядит как классический «кто рулит деньгами, пока шеф вне кадра». А факт такой, это очень обсуждается, поэтому взял эту тему, друзья, то есть людей это беспокоит. Давайте разберемся, что там происходит с этим прозрачным товарищем. Формально во главе Ирана теперь Маджтаба Хаминеи, сын погибшего Али Хаминеи, но уже больше недели он не появляется публично после массированных ударов США и Израиля по Тегерану. Официально все из-за безопасности, неофициально от легкого ранения до кома или хуже. И на этом вакууме сейчас зарабатывают и разведки, и игроки внутри Ирана. Почва для такой истории в Иране идеальная. Страна воюет с США и Израилем. По ней только что прошла совместная операция с ударами по столице, резиденциям, силовым структурам. А ядро власти – духовный лидер, плюс корпус стражей исламской революции КСИР, который держит и оружие, и бизнес, и теневые деньги. После ликвидации Али Хаминея именно силовой блок и религиозная верхушка протащили сына, Маджтабу, в кресло верховного лидера. Но, видимо, протащили его как-то пока что невидимого. Ассамблея экспертов формально утвердила, КСИР публично присягнул. При этом сам Маджтаба давно под санкциями США и считается фигурой из-за кулисы, тесно связанной с силовиками, а значит с контрактами, с серыми схемами и доступом к валюте. То есть фигура-то довольно значимая, но у фигуры нет фигуры. Что по фактам на данный момент известно, 28 февраля Израиль вместе с США нанесли крупный удар по иранским объектам, в том числе в районе Тегерана, где, по данным СМИ, пострадали резиденции высшего руководства и объекты КСИР. На фоне сообщения о гибели Али Хаминеи, ассамблея экспертов оперативно объявляет его сына новым верховным лидером. КСИР подтверждает лояльность, но сам Маджтаба в это время не выходит к людям. Потом начинаются утечки. Одни источники говорят, что он был ранен в первый день атаки США и Израиля. Другие, что ранения легкие. Третьи, что он в тяжелом состоянии или даже в коме. Ну, возможно, он не один, смотря как попали. Да, и так вот от себя бы добавил, что может быть его несколько. Это как мне однажды попадался один политический аналитик какой-то или экономист, который сказал, что в России осталось от экономики 5%. Вот такие тоже бывают товарищи, которые считают, что экономика может быть 5%. Но это все равно как от человека осталось 5%. С другой стороны, когда коммунисты, ну и прочие секты Хаминеи начинают в процентах измерять то, что даже без 1% перестает работать, потому что это живой организм. Потому что любая инфраструктура, у нее процента не хватает, завод один встал, встают все остальные, потому что есть инфраструктура, там один завод, который что-то производит, ему комплектующие приходят, да, то есть эта система такая, и там очень мало запасных, что называется. Не будет же стоять запасной завод на всякий случай. Срочно чинит поломавшуюся деталь. Вот, но в этом мире, вот этих вот достаточно радикальных товарищей, не знаю, как они, коммунисты к ним тоже очень близки, собственно, они примерно от них и произошли, у них вот это все как-то получается так, что, да, там, часть раненая, часть, то есть в процентах, то есть здоровье разделено на несколько процентов, извините, не удержался, но у меня к этому всегда было такое какое-то несерьезное отношение, когда начинаются какие-то проценты, то есть он либо совсем тяжелый, либо не совсем тяжелый, пульс померите, может он уже вообще никакой, да, так хочется сказать, но с другой стороны мы понимаем, что здесь идет политическая игра, и здесь вообще не важно какой он температура, хоть минусовой, главное, чтобы там не нарушились. Что? Правильно, есть понятие гарант договоренности. Надо изобразить, что он есть, иначе там, не знаю, серые, белые, светлые, какие бы ни были деньги, они перестанут идти, потому что без гаранта договор это лишь бумажка. Должен быть человек, который говорит, что все будет исполнено. А здесь человек, который очень много говорил, его, я так понимаю, не могут предоставить. Не знаю, вот на тот момент, когда я сейчас записываю это, его еще нет, может он появится, может не появится, но ситуация довольно любопытна, в принципе, для исторического подхода и понимания, что иногда человек, на котором много завязано, его могут изображать, что он есть, даже если он есть не целиком. То есть вот к таким вещам рекомендую всегда относиться крайне внимательно. Тем не менее, третьи утверждают, что он в тяжелом состоянии или даже в коме после удара по району, где находилась его резиденция. На этом фоне иранский МИД несколько раз подряд выходит и уверяет, лидер жив, в добром здравии. Кому это обращается? Конечно, не к людям, а к тем, кто, какие-то договоры, условности. Полностью контролирует ситуацию, скоро все его увидят. Скоро. А вот США и Израиль, по данным СМИ, через свои разведки пытаются понять, кто реально подписывает приказы в Тегеране. Это, в принципе, важно, кстати говоря, любопытно. Фиксируют сигналы, которые указывают, что Маджтаба жив, но продолжают публично сомневаться. Участники игры и их интересы выглядят следующим образом, если разложить немножко по фигурам на доске. По версии СМИ, КСИР и силовые структуры протолкнули Маджтабу, потому что он для них управляемый и предсказуемый вариант. Тот же курс, та же конфронтация, но, возможно, больше зависимости от силовиков, которые контролируют оборонные проекты, логистику, нефтяные схемы и тень на валютном рынке. Сам аппарат МИД и гражданские чиновники заинтересованы показать картинку, все под контролем. Чтобы не началось бегство капитала, это
ну, одно из первых правил бизнеса, любая противоречивая информация, вывод средств. Кстати говоря, сам факт, что об этом спорят, это значит уже огромные там потери. Мне для этого даже не надо смотреть, что называется, на графике. Ну, по крайней мере, много об этом приходилось слышать. Это автоматический вывод, и на этом, кстати говоря, иногда так называемые медведи, те, кто играют на понижение, они это очень любят. Так что я не исключаю, что он может быть жив-здоров, но могут специально так поиграть. Вот, сомневайтесь. Идет вывод. Потом хлоп покажет, опять вот. Это называется продергивание на рынке, и на этом очень большие деньги иногда делают. Так что вполне возможно, что это управляемый инсайт на самом деле. Но опять же, не знаю, утверждать ничего не могу. Я лично при нем рядом не стоял, потому что, скорее всего, меня бы тоже мерили уже после этого в процентах. Заинтересованы показать картинку, все под контролем, чтобы не началось бегство капитала, естественно, и паника в элитах. Поэтому они жестко отрицают, ну, как по мне, то они так доказывают, что как раз паника и начнется. Потому что, еще раз, важно не то, что где правда, где нет. Достаточно противоречивой информации, чтобы капиталы начали выводить. Поэтому они это автоматически практически происходит, это не то, что ты кого-то в чем-то убеждаешь. Поэтому они жестко отрицают любые слухи о тяжелом состоянии лидера и обещают скорое появление. Американская и израильская сторона, по данным прессы, наоборот, активно подбрасывают сомнения. Ну, либо, да, вот, ну, тут такая взаимная игра идет, может быть, как раз со стороны Америки, какие-нибудь медведи вбрасывают это, да, и пошла противоречивая, и хлоп, отток. Так что, ну, еще раз, трудно утверждать. От публичных заявлений Дональда Трампа, что он не уверен, жив ли новый лидер, до брифингов анонимных чиновников, ну, в любом случае, это странно, что его нет. Это удобно и для психологического давления, и для торговли условиями, и для раскачки элит в Тегеране. Отдельная линия – иранские источники и региональные СМИ, которые то ссылаются на высокопоставленного израильского чиновника о легких ранениях, то на анонимные данные о тяжелом ранении коми. Ну, сами, в общем, тоже нагнетают. И всех свой, естественно, есть интерес к драме вокруг, ну, собственно говоря, бункера. Финансовый след тут не на поверхности, но логика достаточно понятная. Пока верховный лидер вне публичного поля, реальное решение на войне деньгами и внутренний контроль может принимать уже узкий круг, СИР, офис. Ну, знаете, тут даже хочется вспомнить фильм «Эквилибриум», да, то есть великому какому-нибудь духовному лидеру ему не надо быть ничем более, чем политической марионеткой. Его можно вообще сгенерировать. Ну, кстати, странно, что не сгенерировали. Это наталкивает на размышление, что, наверное, живой. Кстати, вот от себя бы тоже добавил, но не знаю. Лидеры, часть религиозной верхушки и те, кто обслуживает санкционные схемы экспорта нефти, обхода ограничений, управления золотовалютными потоками. Если масштаба действительно ранен и физически ограничен, но формально в порядке, это идеальная конструкция для серых игроков подписывать документы в его именем, а на деле перераспределять ресурсы военного времени, которые выросли после начала операции США и Израиля и ответных ударов Ирана. Западная сторона в плюсе по-своему. Чем дольше вокруг нового лидера туман, тем проще продавать союзникам линию на жесткое давление, удерживать санкции и строить нарратив, что никто не понимает, кто управляет ядерной программой и военной машиной Ирана. На этом зарабатывают и политики, и оборонные подрядчики, и аналитические структуры, которые обслуживают эту повестку. Похожих кейсов в регионе было уже немало, что называется. После покушений и ударов по иранским военным объектам раньше не раз возникали запутанные истории с тем, кто именно получал ранения. Официальные лица тянули с подтверждением, пока силовые структуры перестраивали вертикаль и перехватывали управление потоками. В более широком масштабе многие сравнивают ситуацию с тем, как в разных странах Ближнего Востока исчезновение или болезнь лидера открывали окно для передела активов от контроля над госкомпаниями до теневого экспорта ресурсов. По косвенным признакам именно этот сценарий сейчас и тестируется вокруг фигуры масштаба Хаминеи. На сегодня точка такая. Официально Тегеран держится версии, что новый верховный лидер жив, в добром здравии и скоро появится, подчеркивая, что он уже исполняет свои обязанности. Но это, кстати говоря, ведь это очень сильно характеризует, когда человек не имеет большой важности. Ну вот давайте обратим внимание, я иной раз, как со своей стороны рекомендую смотреть на то, о каком лидере начинают говорить люди, что у него двойники какие-то, замены какие-то там, да, кто его заменяет. Ну, представьте себе, что к вам домой, я не знаю, как в фильме со Шварценеггером такое было, да, пришел родной человек, его подменили андроидом каким-то. Вы разве не почувствуете? По интонации, по взгляду, по какой-то уловочке, ухмылочке, какому-то подтексту в словах, да, полностью скопировать человека, которого вы как родного знаете, невозможно. Политик, примерно то же самое. Политиков почему избирают? За его какую-то харизму, за его какой-то взгляд, за его какое-то решение, за умение держать паузу. Когда о человеке можно сказать, что он жив, и все, просто поверьте нам, значит, он ничего из себя не представляет. Вот это мое глубочайшее убеждение, причем это касается не Хаминеи только, а вообще любого. Любой, о ком бы говорили, что у него может быть двойник, и начинали всерьез обсуждать, если они после этого говорят, что они его любят, и он их лидер, и они его обожают, то он их все врут. Потому что, значит, у них нету, то есть они его не чувствуют, они его не знают, раз они гадают. Это я немножко от себя добавил, потому что мне всегда это кажется довольно важным. Еще раз, значит, это политическая марионетка, значит, вообще там не он принимает решение, кого бы это ни касалось. Часть СМИ и отдельных источников продолжают продавать версии о ранении разной тяжести, вплоть до комы, что объясняет отсутствие публичных выступлений. Да на кой черт нужны, на кой черт нужны выступления, если мы не видим, там, не знаю, грубо говоря, личный почерк, да, и личную руку.
Работает система. Ну, кстати говоря, это скорее характеризует систему. Значит, там достаточно жесткая система. Она продумана, и лидер, ну, вот именно, что он духовный. Ну, кстати говоря, в Иране это разделено. То есть, есть духовный лидер, есть система, и ждать от того, что вот ты его устранишь, это все равно как устранить президента в какой-нибудь демократической стране, но это не приведет к коллапсу власти. Там еще раз, там системы, они достаточно автономны сами по себе, те или иные силовые, да, там хоть военные, хоть внутренние какие-то правопорядка охранники. Поэтому вот где-то в каком-то смысле, наверное, даже в этом случае это характеризует системой достаточно устойчивой Ирана, надо быть, отдать должное. По сообщениям прессы параллельно ищут подтверждение, кому на самом деле подчиняется иранская армия, ИКСИР, открытому, да уставу, не знаю, шариату они подчиняются. Что тут гадать-то, да, вот так от себя если сказать. Открытыми остаются ключевые вопросы. Где физически находится Матштаба, насколько он дееспособен, кто подписывает документы о военных операциях и распределении ресурсов, и кто именно выигрывает от этого управляемого вакуума наверху. Да, ну кто-то наверняка управляет. Друзья мои, вот со своей стороны, кстати, напишите. Это, наверное, уже где-то, знаете, даже в политике, наверное, есть место для каких-то мистицизмов и каких-то тайных, не знаю, тру-краймов. Да, есть он или нет, где он и почему. Так что, не знаю, давайте погадаем, гадайте в комментариях, не забудьте подписаться. Увидимся в следующих новостях, которые смотрим с любопытством. Мир как-то очень активно меняется в какие-то интересные стороны. Уже понять, в какие бы стороны, тоже, мне кажется, уже какой-то отдельный жанр появляется, который не относится ни к крайм-шоу моим темам, ни к политике, а где-то между, где-то что-то такое. Скоро, наверное, начнем верить в рептилоидов. Ну а что остается? Увидимся.